Здорово, дорогие враги. Продолжаем экспериментировать с расположением телефона, с сохранением функций безопасности. Поворчим. Ну что, любители экзотики? Первый раз такую машину вижу. Прямо вцепился зубами, когда увидел. Ну сразу, тест пройден с натяжечкой, но пройден. Toyota Corolla Cross. Еще и гибрид. Ёк-макарёк. Интересная штука. Посмотрим. Ну что, меня недружелюбно встречают простенькой комплектацией с рычагами. Ну да ладно. Ну что, проверка традиционная. Зеркала. О, господи, что тут на стекле-то налепили, а? Видимо, новая машина, еще этикетка какая-то заводская. Ну, зеркала нормальные, да, боковые крупные, центральная, ну, привет. Такое стандартное. Нашел забавное положение камеры. Интересно, упадет телефон, нет? Не смотрел пока спеку еще на движок. Но могу точно сказать, что очень слабенький двигатель. Даже несмотря на то, что гибрид, прям, ну, вообще печаль печальная. Ну, я имею в виду на трассе. А в городе, кстати, довольно кайфово. Бодро стартует, то есть все равно, видимо, и вариатор, и этот управляет. Гибрид, имеется в виду. Пробую повторить тот же самый маневр. Интересно, будет пищать на собственную тень или нет. О, увидел все-таки, увидел. Сам себя увидел, молодец. Испугался своей собственной тени. Убранство, конечно, спартанское. Но опять, в принципе, это просто, зато удобно. Зеркала, крутилочка, блокировка на двери, все под рукой. Вот открывается по кнопочке бензобак, контроль света на руле, тоже все кондово, простенько. Это управление дворниками. Такая незатейливая засвечивается, наверное, да, панель управления. Но тут комбинировано и стрелки, и экран. В принципе, экран довольно функциональный. Тут можно переключать режимы какие-то. Не сильно разбирался, потому что по большому счету не все это мне нужно. Но, кстати говоря, вот круиз-контроль справа, и казалось бы, довольно все удобно. Но чтобы его включить сразу же сходу, надо немножко как бы понять логику. То есть тут понятно, это регулировка дистанции, это сам режим этого круиз-контроля вкл-выкл. Но чтобы его запустить, надо сначала тыкнуться вот сюда. Как-то так раз нажать, тогда он, собственно, его включает. Кнопки плоские. Все удобно. Экран, кстати говоря, настолько яркий, я не нашел сходу, где регулируется его яркость. Ночью он даже, я бы сказал, в шары слепит. Регулировка температуры, регулировка, собственно, вентилятора. Тут все достаточно просто. Переключение режимов кнопкой, ну, ладно, нормально. Все понятно. Один USB-порт здесь. Второй USB-порт есть в перчаточном ящике. Переключение режимов рычажком вот таким вот за... собственно, рычагом переключения передач. Но тоже все довольно просто и понятно. Вообще, как бы дизайн тут, конечно, минимализм с большой буквы. Но опять же, с другой стороны, если это машина в аренду, то в ней проще разобраться. Времени много не потратите. Это вот место сзади. В принципе, не скажу, что у меня коленки упираются, но не скажу, что прямо очень много. Вот это вот кресло сильнее назад откинуто. Компактненько, скажем так. Никаких USB, ничего нет. То есть, опять же, спартанская установочка. Ну вот это я пересел на правую сторону, соответственно, между мной и вот это подголовником получается, ну дай бог, сантиметров 30. То есть можно кого-то кусать за ухо так. Пока светло, покажу, как тут машины моют. Как бы вообще не парились. Крякнем, плюнем и надежно склеим скотчем. В общем, это вот девиз. Хотя я считаю, что это, наверное, одна из самых лучших арендных компаний. Ну, поток большой, не стараются вообще. Вон тут тоже все в разводах. А нет, каюсь. Настройки есть, и все довольно просто. Тут яркость и контраст. Ну, короче, можно подкрутить. Ну что, поехали. Прокатимся, расскажу вам свои ощущения. Сейчас едем исключительно за счет электродвигателя. Как только он запустится, надеюсь, вы услышите. Вот, пошло-поехало. В принципе, как говорит один юморист, в общем и целом,
в городе, наверное, проблем нет. То есть хватает движка вполне себе. Особенно если ты постоянно тыркаешься в пробках, да, все удобно. На трассе, да нет. Вот сейчас я на прямой участок выеду. Надеюсь, звук тоже будет слышно. Захлебывается он, не хватает его. Такое ощущение, что тут, ну, дай бог, не знаю, лошадей 180, наверное, может, ну, 200 максимум. В принципе, для полноприводной машины, еще и с гибридом, которая, в принципе, потяжелее, ну, как бы так, маловато. По моим ощущениям, где-то после 40 грусть, печаль, грусть, тоска меня съедает. Ну вот, на 40 я вышел, и все, и он начинает это постоянно. Я, конечно, понимаю, что это еще вариатор, и он тут пытается оптимальные режимы ловить, когда двигатель на максимальном моменте, а он, собственно, трансмиссией подкручивает все. Ну, ребят, ну, неинтересно. Вообще неинтересно, к сожалению. Сейчас немножко газану. Вот, 20, 40 миль. Ну, вот 50 и все, и он продолжает реветь. Как бы так. Кстати, по подвеске проблем нет. В принципе, такая хорошая середина, не стульчик деревянный и не вальяжная там какая-нибудь торсионка типа от Такома или от кого-нибудь, где вот там как в корабле качаешься. Неплохо. Но ложка дегтя — это сиденье. Мало того, что они вообще без регулировки, я имею в виду без электроприводов. Так вот, про сиденье. Сегодня в пыльном помещении отработал. Мало того, что все чешется, еще и как бы спина устала вообще-то. И хочется в мягкое кресло сесть, посидеть, отдохнуть. Ну как в мягкое, просто в удобное. А вот оно, зараза, мягкое. Причем там, где хочется, чтобы спину поддерживало, оно слишком мягкое. Ну, короче, неудобно. Я не придираюсь, ну просто неудобно. И отрегулировать его не получается. Короче, нет, не нравится мне. Нет, увы. А вот по поводу, вернусь к двигателю, трансмиссии и вообще как бы характеристикам автомобиля. Это же как бы полный привод. То есть машина с намеком на какой-то там кросс-кантри. Ну, собственно, кросс называется. Так вот, может быть, я идиот, но вы мне объясните, что нужно от машины, которая предназначена для пересеченной местности. Ну, по-моему, во-первых, естественно, полный привод, полноценный. Хороший клиренс. Достаточно надежная подвеска, чтобы она не убивалась. Ну, я бы для себя добавил, наверное, то, что мне хочется все-таки плюс-минус какое-то комфортное убранство внутреннее. Ну, я вот в первую очередь думаю про сиденье. То, что ты сел, как бы у тебя там, не знаю, гвоздей в спинке нет, в сидушке тоже. Ну и, естественно, как бы сердце автомобиля — это двигатель. Тебе нужен мощный движок. Ты, если едешь в гору куда-то, ну, конечно, тебе хочется, чтобы у тебя был достаточный момент, чтобы мощности хватало, чтобы ты заехал, там, не знаю, в грязь какую-то, выехал оттуда, в конце концов. Заезжаешь же в грязь, чтобы оттуда выехать, правильно? Вот, а тут получается, что машина как бы полный привод, гибрид, типа. Но ведь она не прям не внедорожник. Окей, давайте тогда скажем, ну, хорошо, это паркетник. Так вот, чего я вот лично жду от паркетника? Я понимаю, что это не тачка, в которой там надо в самую лютую парашу лезть. Это такой как бы полный привод, в данном случае это приятный бонус, что ты там заберешься в горочку в какую-то, там на скользкой дороге машина себя будет лучше вести. Ну, я все это понимаю, да, к примеру. Но при этом ты хочешь комфортный автомобиль, достаточно большой, напичканный, скажем так, чем-то, да, ну, то есть это опять не про эту машину совершенно. Вот на кого они рассчитывали, я понять не могу. Вот для кого этот автомобиль был вообще разработан. Точно не внедорожник и точно не то, что ты желаешь видеть от паркетника. Как какой-то апгрейд от Corolla для фанатов Corolla. Так это и не Corolla тоже опять. Ну, в общем, очень странный автомобиль. Да, и, кстати, по поводу динамики. Это я еще езжу в спорт-режиме. Потому что вот в каком там комфорт или как он там, нормал называется. Это вообще каракатица, которая никуда не едет. Вообще с динамикой большие проблемы. И, кстати, у меня подобное же ощущение было тогда от Приуса, когда я его первый раз взял. Я вообще зарекся, сказал, нафиг, я больше не буду брать их. Он вообще не понравился мне. Да, и, кстати, вылет руля. С одной стороны, как бы, вообще-то ход приличный. Ну, вот я смотрю, наверное, 130, ну, вообще, наверное, нет, 100 миллиметров. Почему обратил на это внимание? Потому что я вот, как бы, в принципе, не длинноногий красавец Аполлон. И вообще сижу, ну, достаточно близко. Но при этом мне руки на руле держать не очень удобно. Мне ощущение, что я тянусь все время. Ну и вишенка на торте. Это запах. Как я уже упоминал где-то, ВАЗ-2107. Прям вообще. Еще почитал по поводу
разницы между гибридом и обычным бензиновым двигателем. У обычного двигателя вот этой вот вкладки как бы нет за счет того, что там батареи. Короче, у гибрида багажник чуть поменьше. Ну что, последний штрих. Заправился, скоро машину буду сдавать. Сделаем выводы. Средний расход 28,3 mpg получилось. Потом пересчитаю это в литры. Наверное, где-то 8,4, 8,5. Ну, для гибрида 1,6. Как бы в смешанном цикле, даже, наверное, в большую сторону все-таки по трассе. Но многовато, по-моему. Ну что, короли дорог, канав и кюветов. Пора прощаться с Сан-Антонио и Toyota Corolla Cross. Только что сдал ее. Подводим итоги. Автомобиль не комфортный, не мощный, не сильно вместительный, непонятно какой. Если вы любите маломощные, некомфортные, невместительные и не сильно красивые автомобили, берите. Я не буду. Ну а пока берите автомобили, которые подходят для ваших задач и не мешайте другим на дороге. И может быть мы с вами подружимся.